Маленький остров Кипр зимой – это в большей степени дожди, прохлада и влажность. Почему же я улетела из солнечной Хургады в такое неподходящее время? Все просто. Даже зимой на Кипре есть чем заняться, и сегодня именно об этом. Я, конечно, очень скучала по дождю за 3 дня, он что-то немного меня притомил, потому что очень влажно, все какое-то такое холодно-мокрое. Я не могла согреться, и сегодня безумно рада солнышку, поэтому, конечно же, мы отправляемся в маленькую прогулку. Мы доедем до Айанапы, посмотрим, что там интересного, и я все буду вам показывать. Я прилетела к друзьям, которые живут в поселке Паралимни. До курортного городка Айанапа добираться не более 20 минут на автомобиле. Дороги пустые, машин мало, пробок нет, как и скоплений туристов. Лично для меня это скорее преимущество, чем недостаток. Если уж вы добрались до Айанапы или приехали сюда отдыхать, одно из мест, где нужно непременно побывать, это, конечно же, парк скульптур под открытым небом. Я была здесь много раз. Летом здесь, конечно, жарко, надо ходить попозже с заходом солнышка. А зимой просто кайф. Я в курточке, в толстовке, и не жарко, и солнечно. И сейчас посмотрим парк под открытым небом. Айанапа Sculpture Park – уникальный музей современной скульптуры, расположен на живописном пологом берегу окраины Айанапы. Открыт был в 2014, и главной особенностью этого своеобразного музея под открытым небом является то, что экспозиция пополняется каждую зиму во время ежегодного фестиваля, куда съезжаются талантливые художники со всего мира. Многие скульптуры изготавливаются прямо здесь, в парке, на красивом берегу с видом на Средиземное море. Хорошее место, просторное, с видом на море. И гулять по парку можно достаточно долго. Конечно, на любителя. Вы видите, скульптуры такие своеобразные, не всем понятные. Но мне здесь нравится. И очень классно зимой, потому что не жарко. И сегодня нет дождя. Здесь представлены работы скульпторов из Южной Америки, Украины, России, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Греции и, конечно, Кипра. Рядом со скульптурами находится парк кактусов и средиземноморских растений. Кстати, еще один такой нюанс. Несмотря на то, что это называется музей под открытым небом, у меня там какие-то павлины, что ли, поют. А вход сюда бесплатный. Можно прийти в любое время, совершенно свободно погулять по территории, посмотреть оригинальные скульптурные композиции. И ничего за это не нужно платить. Здорово же! Работает парк ежедневно, но приходить лучше в светлое время суток, потому что ночного освещения здесь не предусмотрено. Я огромный фанат мест, где нет людей. И Кипр зимой – это самое оно. Если вы не боитесь дождиков периодически, то я думаю, Кипр вам понравится в это время года. Потому что мне безумно нравится. В парке разбиты удобные извилистые дорожки. Сюда можно смело идти с детьми и даже с колясками. На территории есть питьевая вода. Прикольная штукенция, питьевая вода. Абсолютно хорошая. Класс. Я так-то и не местный житель Кипра, но явно отличаюсь от туристов, которые сегодня ходят в топиках, коротких шортах и маечках. Мне стало чуть-чуть тепло в кожаной куртке, и то потому, что я бегом оббежала парк скульптур под открытым небом. Для удобства посетителей везде расставлены скамейки, есть туалет. Добраться до парка можно городскими автобусами. Ну а мы отправляемся дальше. Немного курортной Айанапы, которая зимой затихает и с нетерпением ждет горячего летнего сезона. Отели, бары, кафе, рестораны, сувенирные магазины. Зимой почти все закрыто. Городок мы проехали минут за 10, а на краю Айанапы находится большой аквапарк и строят нетипичную для этой части острова высотку.
А мы едем в живописное и необычное место. Я очень надеюсь, что смогу вас сейчас удивить. Еще одно местечко, куда непременно нужно добраться в Айанапе, это, конечно же, маленькая церковь Святой Феклы. Вообще очень это место люблю. Оно находится недалеко от отеля, где я работала. И я часто приезжала сюда или приходила посидеть на берегу или просто зайти в церковь. И кроме новой церкви здесь есть еще пещерная церковь. Надеюсь, она открыта, у меня получится вам ее показать. Бело-голубые аккуратные храмы здесь встречаются на каждом шагу, даже возле самого моря. Несмотря на то, что здесь никого нет, церковь открыта с утра и до самого вечера. Святая первомученица Фекла – одна из самых почитаемых святых христианской церкви. Этот новый красивый храм был построен рядом с маленькой пещерной часовней, куда жители местных деревень приходили почитать память святой. Сейчас мы с вами и отправимся в эту маленькую пещерную часовню. Старинные иконы, изначально украшавшие часовню, были похищены во время турецкого вторжения. В настоящее время часть из них хранится на северном турецком Кипре. Ну, так-то немножко, чуть-чуть, что ли, жутковато. Хотя я в этом месте была много-много раз. Наверное, потому что после дождей здесь немножко сыро, влажно. Ну и совсем безлюдно. Наверное, поэтому мне немножко некомфортно. Но я рада, что я сюда зашла. Живописная бухта носит имя Святой Феклы, как и пляж рядом с этим местом. Красивое, поющее свои песни море и удивительный покой – бонус зимнего отдыха на Кипре. Еще одно местечко, куда я просто не имела права не заглянуть в Айанапе. Это как визитная карточка этого города, как, собственно, и всего Кипра. Конечно, это пляж Ниси-Бич. И, возможно, те, кто здесь был летом, сейчас удивятся, потому что он кардинально отличается от того, что здесь происходит в сезон. А в сезон здесь происходит пьяные вечеринки, постоянный движ, масса молодежных тусовок и огромное количество людей. А что же здесь сейчас, я вам покажу. Безлюдные бич-бары, выглядящие немного грустно, без шумных и веселых посетителей. Километры белоснежных пляжей, чистейшее потрясающее море и практически никого. Хотя единичные отдыхающие все же есть. Некоторые принимают солнечные ванны, а самые отважные даже плавают. Несмотря на то, что я работала в соседнем отеле под названием Адамс Бич, я никогда не была поклонником этого места. Забросайте меня камнями и тапками, но я ходила на соседние пляжи, где намного меньше людей. Ну уж вот не люблю я толпы, шум, гам и тарарам, не мое. Поэтому я искала другие места. Но вот сейчас здесь мне очень нравится. И, кстати, как видите, люди даже загорают. И сегодня мы видели одного купающегося, поэтому если солнечно, то на Кипре вполне еще даже пляжный сезон. А вот и один из местных смельчаков. Сегодня я продолжаю осмотр окрестностей района, который называется Паралимни. Это кипрская деревня, здесь живут исключительно местные и англичане, которые приехали на этот остров, чтобы наслаждаться солнышком каждый день. А вот я живу практически в английском месте. Сегодня я пришла на пляж, который, невозможно не показать. Уединенный, очень аккуратный, и сейчас, конечно же, пустынный. Хотя я была в шоке, я вижу, человек плавает. Для меня, конечно, очень холодно. Потрясающими видами на море можно любоваться в любое время года. Уверена, даже дождь не испортит такую картинку. Все кипрские пляжи бесплатные. В отличие от египетской Хургады, за доступ к морю ничего платить не нужно. Оплачивается при необходимости лишь пользование шезлонгом и зонтиком. Ох, я думаю, что летом на этом пляже просто чудесно. Он, конечно, небольшой, если сравнивать с Ниси-Бич, но он такой какой-то уютный, интимный, что ли. И если застать тот момент, когда людей отдыхает не очень много, то, я думаю, здесь очень-очень комфортно на этом пляже. А еще по всему берегу предусмотрены вот такие места для отдыха. Можно просто сидеть и любоваться морем.
Вот и еще один замечательный уединенный пляж. К нему, правда, нужно спуститься по крутой такой дорожке со ступеньками. Скорее всего, что летом это будет, особенно подъем, будет тяжеловато. Но сейчас это просто вообще красота невероятная. Ну что, признавайтесь, готовы спускаться и подниматься по такой лесенке, чтобы принимать солнечные ванны и нежиться в Средиземном море? Оставим этот вопрос для летнего отдыха и отправляемся дальше изучать побережье. Прям было странно, я стояла вот там на том утесе и думала, как же мне попасть в это кафе, потому что нигде дорожки перехода не было видно, пришлось немножечко обойти, но тем не менее, зато у меня сейчас будет возможность посидеть в очаровательном кафе прямо на берегу. Прекрасное расположение в маленькой красивой бухте сделало кафе «Клифф» очень популярным. Его любят не только туристы, здесь отдыхают и местные жители, приезжают выпить кофе, бокал вина или пообедать. Я бывала здесь раньше, искренне обрадовалась, что кафе работает даже зимой. Место атмосферное, уютное, с очень красивыми видами. Ну вот, я нашла свое идеальное кафе возле моря, поэтому думаю, что в ближайшее время я буду приходить сюда. Главное, чтобы не было дождя, потому что по дождю они не работают. А мы отправляемся дальше. Возле городка Паралимни уютно расположились маленькие кипрские деревни. Я еду в одну из них, чтобы встретиться с друзьями. И снова на моем пути старинная небольшая церковь. Прямо посреди жилых домов, рядом с дорогой. Время близится к вечеру, в храме никого, но он открыт для всех желающих. На церкви Кипр богат, ох, богат. Сейчас мы уехали из Айнапы и находимся в маленьком городке, ну или деревне под названием Даринья. И вот совершенно неожиданно я нашла такую старую церковь. Там никого нет, можно просто заходить, сидеть, стоять, думать, молиться. Церковь носит имя Георгия Победоносца. Дата постройки неизвестна. Но думаю, на сегодня достаточно церквей, и мы отправляемся на маленькую местную ярмарку. Сладости в сахарном сиропе, детские игрушки, товары для дома. А это моя любимая вкусняшка. Раньше я ее знала под названием чурчхела, на Кипре называется шушука. А теперь небольшая вечеринка у камина. Мы собрались с большой дружной компанией в уютном кипрском баре. Это одно из немногих развлечений, которые есть зимой в провинции. Мне выдались 2 непростые недели, потому что канун рождественских праздников, и, конечно же, это постоянное посещение баров. Сегодня мы английской компанией в киприотском баре. Ну и, конечно, я стараюсь все интересные моменты вам показывать, поэтому не переключайтесь. Согласитесь, выглядит очень празднично, а еще безумно вкусно. Но я не обошлась традиционными блюдами. Отношу себя к любителям попробовать что-то необычное. Сочные улитки – вполне естественное блюдо для киприотов, и я их ем не в первый раз. Но в этом исполнении они оказались невероятно вкусными, особенно если запивать холодным просекко. Шеф-повар оказался мастером своего дела. Специальный соус и необычные приправы украсили деликатес. Самым сложным оказалось достать улитку из раковины. Остальное шло как по маслу. Знаю, что не только на Кипре едят этих ползающих созданий, но рекомендую попробовать их именно на острове. Уверяю вас, вы не пожалеете. Ко всем достоинствам это еще и очень полезное блюдо, ведь улитка – это 100% белок. А вы пробуете необычную еду во время путешествий? Делитесь в комментариях, как вам на вкус улитки, если доводилось отведать. А еще интересно, есть ли среди моих зрителей такие же поклонники маленького солнечного гостеприимного острова Кипр, как и я?